Воздержимся от показа ужасающего в этой картине. Не будем отягчать свою душу созерцанием смерти. Помолчим о немецких бесчисленных и беспримерных зверствах, о скорби матерей, о вопиющих ранах замученных советских детей, об угнанных в неволю миллионах, о каждой четвертой украинской спаленной хате и о бесчисленных руинах наших городов. Представим человечеству одну только ничтожнейшую долю запечатленных злодеяний. Пусть увидят потомки, если дойдет до них эта пленка через столетия, как презирали фашисты в середине 20 века человеческий труд, как ненавидели они благополучие, достоинство и честь нашего народа. Это снимали не мы, это кинооператоры-враги увековечили злодеяния своего озверевшего поколения на нашей украинской, советской, многострадальной, героической земле. Вот они уползают за Днепр, нищие духом гитлеровские нибелунги, разбитые в жестоких боях бредут дивизии, угоняют награбленные стада. Взрывают заводы, кварталы, станции, уничтожают, рвут окрестности Киева. Горит разбитая Дарница, разгромленная бомбами Никольская Слободка, Труханов остров, мосты на Днепре взорваны. Волнуется Берлин, радиорев заполняет мировой эфир. Битый от Сталинграда до Полтавы, Гитлер вопит о линии Днепра. Преступнику страшно. Потеря Днепра, потеря Украины. Потеря Украины, гибель Германии. Он приказывает любой ценой держать правобережье. Он перебрасывает на Днепр дивизии из Франции. Он уже спасает европейскую цивилизацию, а не просто спасается. Алярм! Красная армия у Днепра! Действительно, грозный враг врагов человечества, Красная армия, приближалась к Днепру. Осенью 1943 года все Днепровское побережье пришло в движение. По приказу Верховного Главнокомандования Красной Армии все 4 украинских фронта от самого Полесья до Запорожских плавней неудержимым железным потоком устремились на запад. Во всеоружии военного опыта, отточенного под Сталинградом, Воронежем, Белгородом, Харьковом, на Дону и множестве других блистательных сражений, вышли советские армии на Днепр и с поразительной быстротой и внезапностью форсировали его в районах у Переяслава-Хмельницкого, севернее Киева под Вышгородом и юго-восточнее Кременчуга. Разгорелась великая битва за Днепр. Битва, которая войдет в историю войн как событие исключительное, как чудо на Днепре. Тут проявили себя во всей силе единства и блестящая мудрая мысль полководца, и гений народов, и громадная мощь беспримерных усилий, и гнев и доблесть солдат и офицеров. Тысячелетия славянства на Днепре благословляло подвиги потомков. И увидавшие впервые страшный суд святые киевские, разрушенные фашистами Печерской древней лавры, глядели со своих золоченных обломков на темные воды великой славянской реки. Были темные героические ночи.
полный военных чудес, осенней ночи грозного солдатского счастья, ночи мужества и таких напряжений, больше которых не знал человек. Ненависть воюющих была так велика, огромные массы воинов так страстно жаждали гибели врага, освободителям Родины так хотелось победы, что смерть порой как бы отказывалась принимать погибавших. И тогда бойцы выходили живыми из самых, казалось, глубин ада, и, оглядываясь в изумлении на смертные свои пути, поражали окружающих беспримерной силою и крепостью своих натур. Первые бои на правом берегу Днепра начались за расширение Букринского плацдарма против города Переяслава-Хмельницкого. Здесь генерал армии Ватутин впервые переправил через Днепр крупные танковые соединения генералов Рыбалка и Кравченко. Под прикрытием нескольких тысяч орудий всех калибров обрушились они на главные вражеские силы. Но немцы спешно подтянули из районов Киева и Знаменки крупные соединения танков и пехоты. Завязались ожесточенные упорные бои с переменным успехом. В это время войска Второго Украинского фронта под командованием генерала армии Конева нанесли могучий удар по врагу в направлении Кривого Рога и овладели крупным железнодорожным узлом Пятихатка. Вслед за этим войска Третьего фронта под командованием генерала Малиновского освободили мощные города Приднепровья Днепродзержинск и Днепропетровск. Это была первая крупная победа наших войск в битве за Днепр. И хоть горели города, хоть были уничтожены врагом заводы-гиганты, и мосты были взорваны, и немцы бросались здесь в жесточайшие контратаки из районов Знаменки и Кривого Рога и даже добились временного равновесия, плацдарм был завоеван. Словно гигантский меч рассекан пополам немецкой обороны на правобережье в самом уязвимом месте. В самый разгар криворожских сражений генерал армии Толбухин, двинув 4-й фронт в наступление, к 3 ноября отрезал Крым. Между тем, командование Первого фронта, видя, что бои за расширение Букринского плацдарма особенного успеха не имеют, скрытно перебрасывает основные танковые силы под Вышгород, где происходило накапливание наших сил и строились понтонные мосты и переправы. Пройдя незаметно для врага больше 100 километров, танковая гвардия генералов Кравченко и Рыбалка внезапно появляется под Вышгородом. 3 ноября войска Ватутина переходят в наступление в обход Киева на Фастов. На немецкие укрепления обрушился артиллерийский вал такой ураганной силы, которого враги по собственному признанию еще не знали.
Сокрушительная огневая мощь буквально вдавила противника в землю. В образовавшуюся брешь хлынули танки генералов Рыбалка и Кравченко. На рассвете 6 ноября, в канун великого праздника, древний Киев, город-символ нерасторжимого нашего единства, предстал перед бойцами в трагической грозной своей славе. Бегут последние стаи палачей и поджигателей. Исчезает фашистская чума. Вот уже первые спасители врываются в город, первые вестники освобождения. Но почему нет встреч? Где народ? Где радостные толпы веселых киевлян? Нет киевлян. Горький чад пожаров носился вихрями по пустынным улицам и площадям. На историческом костре Богдан взметнул высоко булавою. Поспешайте, потомки, народ в плену, догоняйте, бейте врагам, мстите, и вражою злою кровью волю окропите. Но вот загремели по бульвару Шевченко танкисты Кравченко. Вот и киевляне. Какие непышные встречи в дыму, как во сне. Как мало их, как не торжественны они. Никто не узнавал киевлян в этот день, да и сами они перестали себя узнавать. Так изменило их веколетие. 2 года фашистской неволи, как 2 столетия, прожитых за пределами человеческого, в ограбленном, опустошенном городе, наложили тяжелую печать на их души. 200 тысяч граждан города расстреляно, замучено, повешено, отравлено в душегубках 200 тысяч. Остальные увезены, угнаны, прячутся в лесах, оврагах, на кладбищах. В одном только Бабьем Яру палачи расстреляли свыше 100 тысяч несчастных граждан. Грудных детей закапывали живыми в землю вместе с убитыми матерями. И видно было, как шевелилась земля, как содрогалась она от движения живых людей. Здесь были облавы на людей с собаками, и люди прятались, как звери. Здесь плакали, кричали, проклинали, прощались навеки. Здесь малые дети видели такие картины, каких не знало воображение даже великого Данте, написавшего ад. Пусть никогда не забудет Киев этих юношей, героев Днепра. Пусть в добром течении добрых времен пропоют им поэты славу в столетия, как подымались они со всех концов Советского Союза на Владимира холм, как червонили кровью белые пески родных берегов. Уполномоченный в Ставке Верховного Главнокомандования маршал Жуков, командующий Первым Украинским фронтом генерал армии Ватутин и глава украинского правительства Хрущев на митинге освобожденных граждан Киева. От красноармейцев
офицеров, генералов, частей Красной Армии, передаю вам пламенный привет и сердечные поздравления, товарищи, с историческим разгромом немецких оккупантов в районе Киева и с освобождением столицы Украины, города Киева. Такое поражение, которое немцы потерпели в районе города Киева, они, товарищи, никогда не ожидали. Пусть враги помнят и никогда не забывают, что наш великий советский народ сейчас сплотился вокруг своего вождя, товарища Сталина, сплотился на борьбу как никогда. Мы будем бить противника до тех пор, пока не добьемся окончательной победы. Пусть, товарищи, здравствует наш великий советский народ! Слава Верховному главнокомандующему товарищу Сталину! Слава, слава великому, мудрому Сталину! Многим дивизиям и полкам, освободившим город Киев, Верховный главнокомандующий, маршал Советского Союза товарищ Сталин присвоил славное имя Киевский. Великая честь и слава освободителям города Киева, киевским полкам и дивизиям. Позвольте мне, товарищи, как командующему фронтом, заверить вас, что славные киевские дивизии и полки достойно понесут это почетное имя вперед на запад до полного разгрома врага. Борьба с немцами, немецкими захватчиками еще больше сплотила наш народ вокруг нашей коммунистической партии, сплотила народы всего Советского Союза под знаменами нашей большевистской партии, под руководством нашего великого вождя, нашего мудрого Сталина. Слава нашему великому советскому народу! Слава нашей доблестной Красной Армии! Слава нашему великому полководцу, нашему любимому Сталину! Разбитые под Киевом немцы бегут, боясь окружения. Войска генерала Ватутина развивают удар на Фастов. Захватив Фастов, они устремляются пехотными соединениями и конницей на Коростень и Житомир. К этому времени немцы перебросились с Германии с юга 8 танковых дивизий и 12 ноября ринулись в контрнаступление на Фастов. Однако войска Ватутина отбили этот удар и заняли Житомир и Коростень. Над всеми немецкими силами правого берега нависла гроза. Гитлеровское командование стремится любой ценой вернуть Житомир и Коростень. Оно бросает в контратаки крупные резервные силы. Ценой больших потерь им удается снова занять Житомир и Коростень и подойти к Брусилову. Но дальше они продвинуться уже не могли. В бой вступили танковые соединения генералов Рыбалки и Богданова. Как о железную стену разбились о них нападающие. Истощив врага, 24 декабря армии сами перешли в наступление. Битва за Днепр была выиграна. Была пробита громадная брешь во всей немецкой обороне на правобережной Украине. Красная армия расколола немецкую стену и грозно повисла над немецкими силами южного участка фронта. Здесь было 19 одних только танковых дивизий из 26 всех танковых сил врага на Восточном фронте. Наступило решающее время. В конце декабря разворачивается действие всех украинских фронтов. Первыми наносят основной удар на Казань-Винницу войска Ватутина и войска Конева на Кировоград. Бои под Винницей были особенно жестокие и упорны. Немцы стянули сюда крупные резервы и долго бросались в контратаки против центра Первого Украинского фронта.
Больше 2 месяцев содрогалась Винница от беспрерывного грома орудий. Во время этих боев левое крыло Первого Украинского фронта во взаимодействии с правым крылом Второго окружили крупную группировку врага в районе Корсунь-Шевченковской. Видно, здорово не хотелось немцам отрываться от Днепра. Несмотря на безнадежную обстановку, немецкое командование не оставляло надежды вернуть себе правобережную Украину и выйти снова к Днепру. Создав мощную цепь оборонительных сооружений, 10 дивизий противника вкапываются в землю. Вкопались. По особому приказу Гитлера откармливается на убой. Мясо, сало, яйца, бутерброды, по 3 порции шнапса на покойника. 80 000 ртов чавкали вовсю. Через неделю, когда половина их уже будет убита, Гитлер прикажет живым добивать и жечь своих раненых и самим стреляться, и они будут стреляться от ужаса. 14 дней гремело побоище на Днепре. В надежде на помощь гитлеровцы сражались с железным упорством, и помощь действительно шла. Прекратив атаки восточней Винницы, немцы бросили под Звенигородкой и Лысянкой 500 танков на прорыв к окруженным. Но войска генералов Ватутина и Конева отбили эти атаки, уничтожив 27 000 фашистских солдат и офицеров. Напрасно Гитлер угрожал своим генералам. Напрасно приказывал по радио всем попавшим в котел стреляться. Напрасно выдавал окруженным по 3 порции шнапса. Ничто не спасло окруженных. Как бешеные звери метались они в стальном Заднепровском кольце. Кольцо продолжало сжиматься. За несколько дней до финала загулял над полями побоищ буран. Замело овраги, степи, дороги. Всю ночь слышался в метели грохот орудий у села Шандеровки. А на 15-е утро, когда буран вдруг и тихо замолкли орудия, вышли из хаты, надо полагать, после хорошей беседы, любимые всем народом: маршал Жуков, генералы Ватутин, Конев, Москаленко, Трофименко, Рыбалка, Ротмистров, весь славный штаб организаторов и выполнителей Великой Заднепровской победы, 2-го Сталинграда, украсившего бессмертной славой наше оружие. А перед ними в полной тишине, под белым саваном восточного жизненного пространства, лежало 79 000 мертвых врагов, опустошивших нашу землю грабежами, болезнями, огнем, засеявших наши поля минами, на которых долго еще будут взрываться наши дети. Лежал на снегу и генерал Штемерман. До 18 000 оглушенных пленных лепетали заученную стереотипную истину: Гитлер капут, Гитлер капут, Гитлер капут. В начале марта началось знаменитое весеннее наступление 3 украинских фронтов, опрокинувших внезапностью своих ударов все стратегические планы врага. Главные силы Первого Украинского фронта были переброшены из района Казатин в район Шепетовки. Отсюда 4 марта последовал удар строго на юг, на главную железнодорожную коммуникацию немцев Тарнополь-Проскуров. 6 марта последовал колоссальной силой удар маршала Конева на Умань. Здесь немцы рассчитывали приостановить движение Красной Армии. Но танкисты маршала Ротмистрова обрушились на Умань с такой стремительной силой, что смятые, ошеломленные враги бросили всю свою технику и в панике ринулись бежать. 20 000 врагов усеяли трупами украинские степи. Весь фашистский зверинец, пантеры, тигры, 500 танков, из них 200 исправных, множество орудий всех калибров и громадное количество военного имущества остались на уманских шляхах. Разгромив оборону врага, Второй Украинский фронт двинулся к румынской границе на Прут.
Видя угрозу нового котла, враг бежит из района Винница в направлении Каменец-Подольск-Ермолица. Тогда основные силы Первого фронта прорывают оборону врага между Тарнополем и Волочиском и, двигаясь прямо на юг, захватывает Залещики, Черновицы, Каменец-Подольск. Путь на запад всей проскуровской группировки отрезан. В это время части Второго фронта, наступавшие вдоль Днестра на Хотин, отрезали пути в Румынию и сомкнули кольцо. 14 фашистских дивизий погибло в этом кольце, и только незначительным остаткам удалось ускользнуть, бросив на месте разгрома всю технику. Второй Украинский фронт вышел на пруд на границе Румынии. «6 марта Третий Украинский фронт под командованием генерала армии Малиновского нанес противнику удар в направлении на Новый Буг и прорвал оборону. В прорыв пошла конница Плиева. Освободив Новый Буг, конница и танковые соединения двинулись на Николаев. Вслед за этим страну облетает весть о новой победе. Руководимые указаниями уполномоченного ставки Верховного Главнокомандования маршала Василевского, войска генерала армии Малиновского окружили основные силы 6-й армии немцев юго-восточнее Нового Буга и разгромили их. Только 14 тысяч недобитых врагов остались в плену. Освободившись в панике от бремени подлого своего оружия, они потеряли заводную прусскую походку на чужом черноземе и плелись кое-как. И заговорили что-то по-другому. И даже руки подняли по-новому. Смерть Гитлеру! 13 апреля праздник освобождения пришел на улицы Одессы. Вышли непокоренные советские люди из темных одесских катакомб. Слава! Слава! Слава освободителям Родины! Слава героической Красной Армии! Слава великому Сталину! Долго гремела на площадях Одессы. Все это произошло весною 1944 года. Если окинуть глазом весь непередаваемый никакой картиной простор титанических сражений в эту весну, если глянуть на эти дороги, где творилось непостижимые трудности дела победы над врагами человечества, и если счесть все непоправимые потери врага в эту весну, вывод незыблемый и ясный. Красная армия одержала здесь победы всемирного, исторического и вечного значения. То, что казалось невероятным для всех полководцев мира, для немецких сезонных стратегов войны, оказалось возможным для Красной армии. Следуя суворовским традициям и гению великого маршала Сталина, армия народов Советского Союза совершила невозможное и этим предрешила успех освобождения от фашизма значительной части Западной Европы в 1944 году. Ничто, ни огромные силы и упорство врагов, ни стихия не остановили ее. Весна была неслыханная. Природа словно сама вступила в мировую войну. Бушевали запоздалые снежные бураны. Ломался лед. Проливные дожди воевали со снегом. Степи и дороги превращались в топкие вязкие болота. И снова метели заносы, невыносимые ни для каких наступлений. Все вынесли. Там, где не брали моторы, выносили советские руки, выносили плечи, выносил народный гнев. Из этих колхозных полей прогремели раскаты исторических громов на весь мир. Здесь было бито сезонное военное искусство фашистов всесильным искусством советских полководцев. Здесь вливались в Красную армию миллионы освобожденных украинских братьев. Прощались, торопясь с детьми. Оплакивали замученных Гитлером сестер. Клялись слезами матерей, смертными муками отцов и, приняв оружие Родины, ускоряли шаг. Киевские, Волынские, Подольские, Николаевские.
Весна победы на колхозных полях Украины была необычайна и трудна, как и сама победа. Она словно обнажила все раны земли. Не шумели тракторы, не красовались веселые сеялки. Изрытые траншеями, воронками, усеянные минами, стальными черепами, поля великих битв являли картину суровую, драматическую. Фашизм пожрал богатейшую колхозную технику, разорил машино-тракторные станции, уничтожил скот. Братские республики помогли Украине стадами, машинами, помогли восстановить 1200 машино-тракторных станций. Но как невелика была помощь, пахали все же больше коньми и коровами. А где не хватало коров, копали лопатами, боронили граблями. Старые деды обучали серьезных своих внуков благородному ремеслу мастера земли. На борьбу за урожай вышли все живые поколения. Вышел и этот белоголовый, самый любимый и главный, за счастье которого сражаются миллионы отцов. Возвращались из далеких походов украинские партизаны, приносили гордые и радостные вести. Здравствуй, вечно тревожная украинская мать! Принимай дорогих сынов своих, современников Сталина. Здравствуй, батько! Как счастливы мы, что в это великое время шагаем с тобой по земному шару, что отстояли мы нашу советскую землю под знаменем Ленина-Сталина, нашу историю, минувшую и будущую, что ни огонь, ни кровь, ни руины, ничто не взяло нас. Жизненная сила нашего народа безмерна. Безграничен его оптимизм, трудолюбие и воля к жизни. Одна только Полтавщина строит в этом году 50 тысяч жилищ, тысячи клубов и школ. У наших матерей и сестер золотые руки. Пройдет немного лет. Забелеет среди садов тысячи новых приветливых сел. Исчезнут грандиозные руины израненных наших городов. Восстанет из мертвых Крещатик еще более пышный и красивый. Возведутся мосты на Днепре. Памятники великих людей нашей эпохи станут на площадях и высоких днепровских холмах, держа оружие в бронзовых своих руках и глядя далеко в грядущие века. Лежали в руинах электростанции, заводы Инакиева, Сталина, Константиновской, Ворошиловской, Днепропетровской, Краматорской, Мариупольской. Разрушен Макеевский металлургический завод-гигант, выплавлявший столько металла, сколько плавила Италия и Польша вместе взятые. Нагромождение взорванного железобетона, горы бесформенного металла, шлака, кирпича, куда ни глянет глаз. Казалось, легче построить Донбасс заново, чем залечить его зияющие раны. Но советские металлурги, прошедшие знаменитую школу сталинских пятилеток, не опустили рук перед руинами. Картина разрушений не устрашила их, напротив. Она породила неукротимое стремление скорее восстановить все, вопреки всем замыслам врага. Механизация, которой славился Донбасс, уничтожена врагом. Труд нашего шахтера оказался отброшенным назад на целое полстолетия. Первые бригады восстановителей приносили из дому ведра, веревки, кайла. Тяжелы были первые ведра угля. Однако люди нашли в себе мужество. В самый разгар жесточайших боев на фронтах впрягались в самодельные допотопные вороты. Не пренебрегали ничем, ни воротом, ни ведром, ни даже телегой. Берегите уголь, граждане. Советское государство нашло в себе силы для возрождения южной металлургии. Криворожские рудники, Донбасс, заводы Харькова, Приднепровья, Запорожские, Днепропетровский, Мариупольский, весь огромный фронт индустрии, сбросив немецкое иго, сразу же пошел к наступлению. Трудно найти примеры такого стремления скорее залечить свои раны, каким охвачены восстановители металлургии. Каждый день являет примеры доблести, могущие сравниться с боевой доблестью героев войны. И здесь наша женщина, героиня труда, наша мать, сестра, подруга. Их даже больше, чем мужчин. Они везде. В восстановлении Донбасса, Приднепровья, как и на колхозных полях.
На всех решающих участках работы им принадлежит неизмеримая роль. Никогда женщина не входила в историю с такой заслуженной славой, как вошла в нее наша героическая советская женщина. Все требовало исключительных сил, и горняки Донбасса нашли в себе эту силу. Опираясь на помощь партии, правительства и личную помощь товарища Сталина, в невиданно короткий срок развернули работу, достойную своей эпохи. Уголь и кокс пошли по кузницам победы. Забушевали огни в оживших доменных печах, заискрился металл, и не было большей радости, чем радость авторов огня, творцов первых потоков чугуна и стали. Вот уже движется сталь на восток, а уральские оборонные заводы уже сверкает южная сталь, плавится, куется, отливается в грозные формы орудий и танков, и как закаленная воля народа стремится на запад добивать врага. Это время останется в истории побед как героическое время. Ибо нет ни одного завода, где рабочие инженеры не творили бы каждый день героические дела. Шаг за шагом, метр за метром отвоевывает народ-победитель заводские площади, отодвигает мертвую зону руин и хаоса, и каждый новый день поднимает его дух, открывает широкие горизонты. Перед нами гордость первой пятилетки, любимец всей страны, воздвигнутый на 1000 лет Днепрогэс. Если воин в походе, пахарь в поле, шахтер в забое, сирота в неволе, если на свете человеческая живая душа, что не пожелала бы в справедливом гневе своем замостить эти пропасти фашистскими костьми, летом 44-го года Красная Армия была уже далеко за Днестром. Нет, не в безбрежных восточных пространствах подтаял фашизм. Не суровые русские зимы согнули его. Сила одолела силу, одолела его, выбила из него дух могучая сталинская семья народов. Побили его наши воины в прямых гигантских битвах превосходством родного оружия и моральным превосходством. Вот они движутся по пятам врага. Московские, сталинградские, новосибирские, полтавские, запорожские, алматинские, черниговские, минские профессора боев и страшных нападений, орловские, белгородские, сумские, инженеры и рабочие войны, мастера и исполнители победы. Бои гремят уже на подступах к Львову, на бродских просторах, в предгорьях Карпат. Пройден громадный путь, понесены великие труды и раны. Мы уходим на время от шума сражений и следуем за ранеными в тыл. Порадуемся работе ученых Украины. Заглянем к академику Филатову. Этот всемирно известный ученый возвращает зрение многим ослепшим в боях. На хирургическом столе лейтенант Аксенов. Увидит ли он отвоеванный мир? Лейтенанту Аксенову снимают повязку. Пожелаем чуда.
тишина. Тихо, как перед грозою во фронтовых и армейских штабах. Командующие армиями готовились к прорыву на Львов. Проверял последние приказы генерал Москаленко. Беседовал с танкистами неутомимый Рыбалка, командующий авиацией генерал Красовский. Совещались в штабе конной группы генерала Баранова. В штабе генерала танковых войск Катукова. Маршалы Мариновский и Толбухин готовились к удару на Румынию. 14 июля по приказу Верховного Главнокомандования войска Первого Украинского фронта перешли в наступление на Львовском направлении. В 3 дня прорвали оборону врага и охватывающими ударами из районов северо-западнее и южнее Броды зажали в клещи всю бродскую группировку немцев. Открыть огонь! Чайка 8, я Ястреб 1. Право вас. Курс 90, группа Ю-87. Группа Ю-87. Атакуйте их. Атакуйте немедленно, я Ястреб 1, вперед. Хорошо, правильно идете.
За месяц кровавых трудов нам суждено было здесь, в Львовской битве, уничтожить 140 тысяч врагов и 32 тысячи взять в плен. Тут были бои. Под одними только этими бродами мы, бойцы Первого Украинского фронта, убили их 30 проклятых тысяч. 30 тысяч убили, чтоб знали вы все, кто смотрит на наши раны. Для освобождения Родины не жалели мы здесь ни гнева, ни труда, ни собственной крови. Что здесь было? Все пройдено туда и обратно. Какой величественный простор. Какие были мастера войны, какая походка. Как маршировали по Европе. Сколько выпито вина всех европейских марок. Сколько съедено, ограблено, унижено, убито. Какие пожары освещали их Дрангнахостен. Но возвратился ветер на круги своя. Потерян прусский дух на советских полях. И дерзких молодцов уже нет. В плену сидят уже третьи сорта сверхчеловеков. Помесь палачей с гориллами. Растаяла офицерская спесь, угасла вера. Потеряны безвозвратно все стратегические планы, надежды, головы потеряны. И страшный кровавый опыт ничего не обещает впереди, ничего. Восточное жизненное пространство пройдено вперед и назад. Близится час. Сорвут и попрячут все до одного железные кресты. И раны на лицах попрячут, как прячет преступник клеймо. И останется слово «фашист» в словарях человечества, как криминальное бранное слово. В самый разгар Бродского боя генерал Рыбалка двинулся из района Золочев в прорыв на Львов. Неожиданно для врага танки появились у северной окраины города. Сюда через Буг устремилась и конница генерала Баранова. Вслед за этим, громя отступавшего врага, в прорыв двинулись танковые соединения генерала Лелюшенко. За Лелюшенком пошла авиация генерала Красовского. Враг бежит. Внезапным штурмовым ударом ворвались танки Лелюшенко на окраину Львова с юго-востока. Зажатый в тиски враг был уничтожен в 2 дня. И утром 27 июля в освобожденный древний украинский город Львов, приветствуемая народом, прошедшая гигантский путь, входила армия свободы. В эти же славные дни встречали ее в Перемышле, в Станиславе, в городах Белоруссии и многих других городах освобожденных советских республик. Это не были уже добродушные мирные юноши 41-го года. Суровая школа войны, приобретенные в огне и буре знания, чувство великих событий и ответственность за судьбу человечества наложили особую печать на вооруженный советский народ. Светило солнце, народ шумел на площадях.
маршал Конев и глава правительства Украины Хрущев среди освобожденного народа. Они на трибуне. Они приветствуют народ, пришедший их приветствовать, как свой счастливый праздничный день. Дорогие братья и сестры славного города Львов, от имени войск Первого Украинского фронта поздравляю вас с освобождением из-под немецкого ига нашего славного города Львов. Красная армия достойно выполнила свой патриотический долг. Совершилось освобождение всей украинской земли. Армия поднялась на Карпаты. Когда битвы гремели еще в Приднепровье, здесь проходили с боями украинские партизаны народного героя Ковпака. Их не было много, но они были страшны для врагов, как пророки, как предтечи победы. Их много погибло в боях. Погиб здесь и этот красивый русский человек, генерал Руднев. Но как прекрасны горные вершины! Отсюда идут обходные пути Красной Армии на Берлин, через Польшу, Чехословакию, Венгрию. Далек этот путь исполинов, и лишь история оценит вполне величие замысла и труд его исполнителей. Освободился от фашистского ига весь собранный в едином советском государстве украинский народ. От Карпат до Дуная, через былинный Днепр, где начиналась в глубоких веках наша юность, и далеко на восток пламенеет на украинских землях светлое знамя великого Ленина. Минуя пожары и хаос разгромов, мы заходим с героями в украинский сад. Это похоже на праздник, но праздник еще впереди. Предстоит еще много боев. И заходят герои к родным и любимым лишь на самое малое время, чтоб ярче приснился сынишка на вражеской пушке. Родной огород, улыбка жены за работой, родная улица, где пролетело золотое детство. 3 года воевал на Прибалтийском фронте черниговский лейтенант Иван Нога. Но вот исполнилось желание. Родная улица, жена, словно крылья несут ее к дорогому Ивану. И позабыв обо всем на свете, остались они перед аппаратом, как счастливые знаки надежды для всех. Потоки хлеба для армии и рабочего класса страны движутся еще не на 3-тонных машинах. Половина Харькова еще в развалинах, но уже на Харьковской площади, как и в ряде других городов, украинский народ демонстрирует перед самим собой творческую и созидательную свою силу. На родине Богдана Хмельницкого под Переяславом на праздник урожая съезжаются колхозы. Yeah.
Народный пир открывает председатель колхоза партизан Михайло Гром. Да здравствует Сталин, дорогое человечество! Да здравствует жизнь! По всесильному закону бытия жизнь побеждает смерть, как свет побеждает тьму, как разум побеждает безумие. И мерой жизни остается добро, а не зло, и любовь, а не звериная ненависть, иначе не существовало бы уже человечество. Превосходство нашего воина над немецким — это моральное превосходство нашего народа, нашего строя. Наши солдаты храбрее и культурнее солдат врага. Наши офицеры, наши маршалы, наши генералы талантливее, глубже и дерзновеннее в искусстве войны. Самоотвержены наши работницы, рабочие, колхозники и матери наших детей. Освобожденный украинский народ вместе с правительством Советской Украины благодарит великий русский народ и все братские народы Советского Союза за помощь в спасении своей государственности, за победу, за утверждение своего бытия в первых рядах человечества. Украинский народ-герой приветствует свою Красную Армию за подвиги и на миллионных митингах победы славит торжественным клятвенным словом великое бессмертное имя своего вождя.